Алиса и Оля. Я ахнул, прижав кулак к рту, впился зубами в кожу. Алиса уводила в чащу мою сестру. Наконец я настиг сестренку, одетую в одну курточку. Оля! Ты видел лисичку? Какого хера ты вообще ночью вылазишь из дома? Оля, зачем ты вышла на улицу? Если мама узнает... Ава. В мою сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. Не узнает. Голос был точь-в-точь Олин, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванул прочь, словно меня стегнули нагайкой. Существо в маске лишь притворялось Олей, чтобы выманить меня. Мать за сраку. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый свет вокруг дарил надежду. Там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может, потому что совы умеют летать. Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Волк. Взъерошенный волчок выполз из угольной тени дома, преградив путь. Он двигался дерганно, хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Или корчился в припадке. И пускай я отчетливо видел, что волчья морда — обыкновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставило меня коченеть. Ряженый потерся боком о стол крыльца и припал на четвереньки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза абразины засверкали, но зверь не нападал. Он то ползал вокруг по-пластунски, то трусил на 4 конечностях. С отвисшей челюстью я перебирал ногами, пытаясь удерживать его в поле зрения. Из-под прорези маски сочилась жидкость, текучие капли падали на доски. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула меня в спину, шепнула: «Спасайся». Вот это кто это еще? Медведь? Штакетины забора замельтешили. Я снова бежал в обратную сторону. Зубчатые, пахнущие хвоей кромки льда, леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнул на землю. Подо мной заструились зыбучие снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадывалась все ближе, напоминая едкий дым погребальных костров, и я снова дышал, вдыхая колючий воздух. Волосы разбивались по ветру. Падая, я обронил шапку, и уши запекало от лютого мороза, пока я весь не взмок от пота. Боли наконец закончилась. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный суп не лишил глаза. У тебя окуляры, что-то, в принципе, в любом случае защищают. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотины прямиком в мясорубку. Узел, выбившийся из почвы корней, прихватил за попу. Я врезался в шершавый ствол, сполз
к самому его основанию и в панике оглянулся. Ух, какой ты быстрый. «Привет, Алиска!» Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. Но я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Ты... Что ты здесь делаешь? Да вот, Она протянула мне потерянную шапку. в бюро находок подрабатываю. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Она хихикнула. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боялся, что в руке Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. А тут вариантов других нету. О, спасибо. Я забрал ее, натянул по самые брови. Тепло? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя, что ли? Нет. А чего же ты убежал? Что-то не так далеко-то убежал, я. Ответ был очевиден, но покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Эх, обещала не обзывать тебя дурачком. А я обещание исполняю. Она подошла вплотную, взяла под локоть. Я почувствовал запах мяты, апельсины и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Ты лиса, тебе, блядь, верить нельзя. Хоть и хочется поверить, но, блядь, очень-очень сомнительно. Сегодня ты добренько, завтра хватит, и все, и до свидос. Отведешь в лес, и все, и там устроишь свои грязные какие-то... Я твой друг. Ну-да. И они. Я быстро обернулся туда, куда показывала лисичка. На краю опушки появились дети в масках, по крайней мере, все они были небольшого роста. Ну, там толстяк был как раз побурен. Волчок, сова и медвежонок. Медвежонок Семен. Они фыркали и вздыхали, явно утомившись от бега. Я думала, ты в снег провалился. Стало снег копать, нет тебя. А я не копал, лень копать было. А ну как получается? Если дурак, ты бегай да копай. А если умный, подожди, пока другие набегаются, накопаются и устанут. Ну да, голос как раз этого Семена немножечко, конечно, подкорректированный, но слышится именно он озвучивает. Уж тогда заводи разговор. Как я рад! Ну, может, это троица и есть? Бяша, Рома и Семен. Дегенерат! Да, это точно. Ромка это этот. А? Дегенерат. Не обращай внимания, он со странностями. Это Полина. Я понял, что стою с открытым ртом, с бессильно опущенными руками. Не знаю, как реагировать на слова поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали переглядываться, а кто-то даже фыркнул, словно услышал шутку. Да, лиса права! Это он. Хотя странно, да, что у него одна варежка Вова. Нет, это наш! Неужели нашли? Наш зайчик. Да, похож. Взбесившийся от радости волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. Ну, конечно, ты первый. Это
Мальчик раньше всех почуял зайчика в тебе и рассказал нам. Здравствуй. С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Да, наверное. А этот улыбчивый бугай — медвежутка. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Все еще сомневаюсь в благих намерениях причудливых зверят, я спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Алиса наигранно побоченилась и как-то ухитрилась подмигнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Да и вообще цель вашего визита, товарищи. Я понимаю, что я заяц, да, у меня уже есть маска, и вам надо хавчик принести. Вам надо детей снабжать. Вы так и скажите, приводи ко мне, приводи в лес детей, значит. Мы тебе, значит, какие-то плюшки, а ты нам детей. Пожалуйста, я там Катюху могу, Ромку, этого Бяшу вам, да, вообще полкласса могу вам сдать. В принципе, вообще, есть нормальный какой-то профит. Пожалуйста, можно договориться. Давайте сядем спокойно на пенечек и все спокойненько обсудим. Давайте, товарищи. Чур, я звенеть не буду. У меня лапка болит. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал. Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Откуда ты знаешь? Потому что прочитала анкету Чполина. У нее просто как полнолуние, у нее сразу кукушку срывает, и вот она ходит по лесу, шатается. Все, я раскусил игру. Осталось подтвердить мою теорию, как бы, ну, будет забавно. Да так, прочитала кое-где. Точно. Про меня? Про клюв от воробья. Про Диснейленд яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески? Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня. И она кокетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Я осторожно засмеялся. А где продолжение? Блин, ну прикольно, мне нравится. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот, с земли в темное небо. Да, я тоже заметил. Как на прокрученной задом наперед пленке. Дети в масках приблизились, и я ощутил их прикосновение. Они хлопали дружески, трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было звериной злости, лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка. И я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. Снежинки все планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Друг, пусть только попробуют. Лиса тихонько пихнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? Хер его знает. Куда? На аттракционы! В эту секунду далекий звук флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный и таинственный, он вызывал в памяти звон хрусталя и журчание студеного ручья.
Если какие-то сомнения оставались, то песня флейты развеяла их. Я пошел за новыми друзьями, прежде чем принял решение. Ноги сами переступали. Образованные соснами туннели раздвигались. Кусты кланялись перед нашей процессией. И мы начали плясать Макарену. Все это напоминало сон. Ведь даже поляну, на которую мы выбрались, я видел во сне. Флейта, как чудесная птица, парила где-то высоко между темных крон. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула, и я разделял ее восторг. Задрав голову, я смотрел вверх. Красиво как. Очень красиво. Волчок одобрительно завыл. Это мелочи. Я покажу гораздо больше, если захочешь. А я хотел. Как сильно я хотел увидеть то, что видела лисичка своими спрятанными в полутьме капюшона глазами. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. А где она? Она в рюкзаке осталась дома. Точно голый на январском ветру. Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя меня трясло. Дрожь была не от холода, а от странного волнения, предвкушения чего-то невероятного. А тебе зачем? Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки. Да, человеческие ласки. Человеческие дрязги. Я же говорила. Все жители поселка носят маски. Ну, логично, в принципе. В этом что-то есть, как говорится. Все люди носят маски. Разные маски. На работу мы идем, одеваем одну маску, домой приходим, снимаем рабочую маску, одеваем домашнюю маску для домашних. Только наедине мы можем эту маску снять, то не всегда. Только скрываются за ними отнюдь не люди. Тоже есть некий глубокий смысл в этом. И даже я? Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. Да, что есть, то есть. И шапку. И твое настоящее лицо. Да, и подбросили мне в рюкзак. Я увидел маску, которую лиса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный слиток в лунном свете. Любопытно стало, как изменится мир, если заглянуть сквозь прорези. А тут других вариантов нету. Но вдруг с трудом просачивалась сквозь мелодию флейты. Меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семена. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. А куда подевался Семен? Что с ним стало? На шашлык его пустили. На шашлык. Вонючий, такой невкусный шашлык. Но съели. И с остальными детьми? Медвежонок и сова переглянулись. Волчок сжался комочком, а лисица чуть отступила. Чуть опустила острый носик маски. Тот, кого держали в клетке. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. А, маньяк. Умел бы я креститься, перекрестился бы. Чикатило тут орудует, значит, да? Окей. Хотите сказать, это был человек? Черт!
Зачем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово — взрослый. В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то негрустный. Антон, а ты? А? Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки на корпусе флейты. Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Смотря что ты подразумеваешь под словом «отдых». Алиса хотела что-то показать. Да, что у нее там под шубкой? Давай начнем с самой сладкой части программы. Лисичка извлекла из карманов горсть конфет и вручила по очереди всем детям. Зашуршали фантики. Тут же запахло ананасом, какао и дыней. Последнюю конфету, вафельную, мою любимую, Алиса вложила мне прямо в рот. Язык обволокло пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой пробегали яркие искорки. Замешкав, я прожевал вафли, шоколад, проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Благодарность вышла глуховатая, потому что губы мои уже касались маски. Я не заметил, как поднес ее к лицу. От папье-маше исходило тепло, маска льнула к коже и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал мурча от пенной ванны. Говорила же, это твое! Че, как влетаешь, что ли, села, да? Мое. Вы там от плевка, надеюсь, протерли? Я что-то... Не, я обратил внимание. Чего стоим? За нас веселиться никто не будет. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не терпелось выпустить ту энергию, тот жар, который меня наполняла чарующая музыка. Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздался ее смех, а потом она приземлилась обратно, фырча и отдуваясь. И ты так можешь. Попробуй. Я попробовал. Херак. Да, они даже цветные стали. Ноги оттолкнулись от земли, и я взлетел ракетой к звездам и закричал от счастья, увидев своих друзей внизу. Ветер помогал мне летать, словно я скакал на громадном батуте. Звезды казались яркими блестками, до которых можно дотянуться языком, слизнуть. Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. И лишь на мгновение испугался, что сломаю ноги, но подошвы твердо стали на снег. С нами ты в безопасности. И все твои мечты станут явью. Я так счастлива наконец обрести тебя. Прикольно. Зайчик! Смеясь от восторга, я понял главное: эти четверо не причинят мне вреда. А настоящие враги, я чувствовал это каждой шерстинкой своей маски, те, кто далек от волшебства. Люди из поселка. Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Услышал, как стонет под снегом сухая трава. Увидел, что у деревьев и звезд есть лица. Деревья ухмылялись, а звезды корчились в страхе. Правильно, бойтесь, я допрыгну до вас и... Я щелкнул зубами, затем закричал ликующе и прыгнул одновременно с лисой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе.
Я закружился, лиса закружилась в такт. Я знал, что она улыбается, я улыбался сам. А флейта все играла и играла, унося нас ввысь. Эй, тебя что, заколдовали? Расколдовали. Сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все от чего-то вновь слонялись по классу, передавали друг другу записки, шушукались. Их физиономии казались выцветшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка это был сон. Потому что из лесу я не возвращался, я проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. Да вот таблетки какие-то странные. Он как раз принял таблетки, и у него уже галюны начались такие. Так что это все из таблеток. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам. Куда важнее было чувство полета. Растет, значит, растет. Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и скалиться на луну. Прости, задумался. Так, и что там? Катюха пропала как раз таки. Нехер было меня сдавать. Я предупреждал. Слышал уже про Катю? А? Чик. Я бросил взгляд на пустующее место впереди. Катя пропала. Сон как рукой сняло. Я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Быть не может. Носит резинку для волос в виде земляники. Всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Кати, просьба звонить.